Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. А это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком. Это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети есть в описании под любым видео на канале. У меня также есть закрытый канал на Бусти. Вот здесь вот слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-расклады, тот контент, которого нет и не будет здесь на YouTube-канале. Потому что YouTube это просто-напросто заблокирует. Также у меня есть телеграм-чат, в котором мы общаемся с моими подписчиками, и именно вы можете стать тем самым подписчиком, который подскажет мне, какие расклады должны быть у меня на закрытом канале на Бусти и на YouTube-канале. А с нами сегодня карты Девиан Мун, Безумная Луна Патрика Валенса, и мы сегодня с вами будем говорить о империи Дисней. Все, кто примерно одного возраста со мной, я 1990 года, помнят наверняка, как в субботу и воскресенье мы все часов в 10 или 11 утра бежали к экранам телевизоров, загипнотизированные мультиками на Первом канале. Как уже несложно догадаться, речь пойдет о мире Диснея. Любимые отважные герои Микки Маус и его чудесная подружка Минни, глуповатый Гуфи, Винни-Пух, Кристофер Робин, Скрудж Макдак и другие персонажи манили нас, детей, и, кажется, почти у всех были мягкие игрушки этих любимых героев. Все это прекрасно, однако мы выросли, и я по-другому взглянула на милые когда-то моему сердцу вещи. Говорят, Дисней скрывает в себе много страшных тайн, покрытых кровью невинных людей, и разработку ЦРУ, программу контроля сознания МК Ультра, которую применяли именно там, в клубе Микки Мауса, на маленьких детях, в их числе Кристина Агилера, Бритни Спирс и многие-многие другие. Что же на самом деле таится за прекрасным миром Диснея, за империей Диснея, мы сегодня узнаем на картах Таро Безумной Луны Патрика Валенса. Здравствуйте, карты. Еще раз, первый вопрос, который я бы хотела задать картам. Какие страшные тайны таит в себе всемирно известный мультибренд Дисней? Какие страшные тайны таит в себе всемирно известный мультибренд Дисней? Есть ли какие-то страшные тайны у империи Диснея? Есть ли какие-то страшные тайны у империи Диснея? Есть ли какие-то страшные тайны у империи Диснея? Да. Ну, во-первых, это император, который держал или держал, да, империю Диснея. Империя, император. Император, который заткнул всех за пояс. Император тираничный, агрессивный, который заставлял работать людей, да. Да, очень много смертей. Очень много смертей и каких-то принесенных в жертву людей. Жертву во славу императору, да, и эти жертвы в основном были детьми. Давайте начнем, наверное, с первой карты. Да, первая карта – это заблудившийся ребенок, который не знает, куда ему деваться, куда ему податься, ребенок, который только-только начинает свою жизнь, начинает жизнь с нуля по пажу Пентаклей, да, и его забирают в трансформацию, в смерть, скажем так, по зову императора. Какие тайны в себе таит Дисней? Это то, что очень много смертей именно в самом Диснее происходило, да, и эти смерти – это детские жертвоприношения. Дети, которые только-только начинали свою жизнь, и в основном, кстати, не совсем маленькие дети, да, а здесь показаны не подростки, да, а пубертатный такой период, да, которых как раз заманивал сам император. Император – это, я так понимаю, Уолт Дисней, да, который не отличался мягким, скажем так, нравом, да, который затыкал всех за пояс, и тут даже проткнул золотого бычка. Золотой бычок – это символ благополучия, благосостояния, да. Тем самым император нам как бы говорит, что, заткнув за пояс золотого бычка, он является одним из главных иллюминатов. И дети умирали именно в стенах Диснея, да, по страшному суду еще. Дисней заставлял людей работать 24/7 и был таким тираничным деспотом на самом деле, да, а не таким мягким и добродушным человеком, о котором мы все думали, да, в детстве. Королева жезлов – это королева войны, королева каких-то расприй, каких-то смертей, да, каких-то невероятных событий. Королева жезлов – это та, кому подчиняются. И здесь говорится о том, что для того, чтобы
королева жезлов делала императора рукоприставленным, рукоприкладным к ней. Есть какая-то королева жезлов, которой подчиняется сам император. Здесь были детские жертвоприношения и детские жертвоприношения во славу этой королеве жезлов. Здесь я имею в виду в самом мире Диснея. Я не знаю, происходило это в самом клубе или происходило это в парке развлечений, да, Диснея, но это было где-то там. И в основном подростки попадали под вот эти распри, да, под жертвоприношения для королевы жезлов, которые выполнял для нее сам император по страшному суду. Почему по страшному суду? Потому что он завещал ей быть рукоположенным, рукоприставленным к ней и приносить ей какие-то детские жертвы. Как бы это страшно не звучало, да, но мир Диснея таит в себе очень страшные загадки и тайны. Вот как раз вот это же детские жертвоприношения смерти, да, которых там очень-очень много было. Возможно, это дети, о которых никто не плакал, никто не думал, дети из детских домов, да, которых никто знать не знал, и которых никто не искал, да, когда они умирали, никто их не искал. Почему в парке аттракционов Диснейленд задокументировано так много смертей? Это неисправность аттракционов или это спланированные несчастные случаи? Почему в парке аттракционов Диснейленд задокументировано так много смертей? Это спланированные несчастные случаи или это просто неисправность аттракционов? Почему в парке Диснейленд задокументировано так много смертей? Это действительно несчастные случаи? Или это специально спланированные несчастные случаи? Специально спланированные, мимикрия, да, притворяются не тем, кем кажутся, да, парк аттракционов – это не то, что кажется, не то, что мы видим, именно Диснейленд – это не то, что нам кажется, заманивают детей. Тут Паш Кубков заманивает к себе золотую рыбку, иди сюда, моя хорошая, я тебе что расскажу, да, заманивание, мимикрия под нормальных людей, под нормальный парк аттракционов. Парк аттракционов построенный на крови, скажем так, да, по-другому назвать это нельзя. Ну да, жадность, да, для того, чтобы собрать себе как можно больше детских душ. Угу. Работа на кого? Работа на дьявола. Прячутся, прикрываются, мимикрируют под парк аттракционов. Огромная вот эта империя Диснейленд, да, Дисней и Диснейленд сам, да, мимикрируют под парк аттракционов. На самом деле собиратель душ, да, туз пентаклей, жадный дракон взял себе все, да, до последней капли: деньги, власть, детей, детские души. Работа на кого? Работа на дьявола. Работа на дьявола. Здесь какая-то женщина, говорю же, здесь какая-то женщина стояла над, да, ну, Уолта Диснея сейчас нет, хотя я в этом сомневаюсь, нет его в живых, хотя он мог давным-давно переродиться в какую-то другую душу. Как бы это фантастически не звучало, да, но вот здесь, отвечая на вопрос, почему в парке аттракционов Диснейленд задокументировано так много смертей, это неисправность аттракционов или это спланированные несчастные случаи? Да, действительно спланированные, потому что парк аттракционов не тем, кем кажется. Прячется, мимикрирует под парк аттракционов. На самом деле собирает души для дьявола. Работа на кого? Работа по 8 пентаклей, работа в топку, да, работа на ад, работа на дьявола, да, для того, чтобы не ругала, не порицала какая-то королева, опять королева жезлов, да, вот из первого вопроса у нас тут всплывает, потому что королева жезлов хочет все больше и больше и больше, она никак не может насытиться, да, и здесь некая королева жезлов стоит над теми людьми, которые выполняют ее заказы по жертвоприношениям, как бы это сейчас, опять-таки, скажу, фантастически не звучало, потому что многие пишут под моими видео в комментариях, что за бред вы несете и так далее и тому подобное. Ну, если вы не верите в теорию заговоров, да, я, конечно, вам не завидую, потому что вы не видите очевидных вещей в этой жизни. Третий вопрос. Действительно ли в парке аттракционов Диснейленд обитают призраки умерших в этом парке? Очень многие видели призраков, которые приходят и предупреждают людей не садиться на аттракционы. Действительно ли в парке аттракционов Диснейленд обитают призраки умерших в этом парке? Действительно ли в парке аттракционов Диснейленд обитают призраки умерших в этом парке?
Да нет, вот этого точно нет. Призраков нет, это какой-то пиар такой, знаете, пиар для Диснейленда. Я сама склонна к тому, что призраки после умерщвления своего какого-то, да, или после смерти не посещают этот мир. Это наша проекция всегда, да, это наши какие-то видения, это наши какие-то сверхъестественные способности, и мы как бы призываем таким образом некие видения там наших родственников умерших и так далее. Нет, призраки не посещают, призраки уже в другом мире, да, совершенно в том мире, из которого их не выпускают, да, переродившиеся, возможно, люди, да, лежат себе спокойно в своих могилах, да, люди, которые уже умерли, скажем так. И здесь есть еще такой момент, что их бы не пустили просто, да, их бы не пустили в мир вот этого Диснейленда для того, чтобы предупреждать людей, скажем так, да, и если бы они предупреждали людей, не было бы этих смертей, да, которые есть сейчас по сей день. Нет, призраки не посещают на самом деле Диснейленд, но это очень хороший пиар-ход для самого Диснейленда, такой черный пиар-ход, но на который очень многие ведутся, и очень многие приходят туда посмотреть на призраков. А что такое пиар-ход, что такое посмотреть на призраков, прийти? Это лишняя денежка, да? Лишние денежки, скажем так, не помешают. Королева Пентаклей – это королева власти, королева, которая следит только за материальными благами, да? Вокруг нее дети, вокруг нее люди, на одного ребенка она даже наступила, и королева Пентаклей говорит тем самым, что ей плевать на обычных людей, ей важны только деньги. Призраки не посещают, призраки спокойно, вот как здесь, лежат в своих могилах, да, и, возможно, это уже переродившиеся другие люди. Они в каком-то в своем мире, и призраков как таковых на самом деле не существует. Существует наша проекция, да, особенно когда умирают родственники, и когда нам кажется, что мы их видим, да, наши галлюцинации. Человек даже не понимает, на что он способен, когда он начинает проектировать. То есть воссоздавать какую-то галлюцинацию, скажем так. Но на самом деле призраков нет, и призраки не посещают этот парк. Это проекция, возможно, нарисованная какая-то специально для черного пиар-хода в Диснейленде. Но то, что погибают там люди, это абсолютно точно. И это не просто несчастные случаи, это жертвоприношение специально. Четвертый вопрос. Почему именно мышь стала главным лицом мультибренда Disney? Микки Маус, да? Почему именно мышь стала главным лицом мультибренда Disney? Почему именно Микки Маус, мышка, стала главным лицом мультибренда Disney? Чего-то ждут от нее, как дань какого-то поклонения. Оберегают ее, оберегают эту мышку, боятся ее. Дань какого-то поклонения этой мышке. Боятся. Карта страха, карта ожидания, чего-то от нее ожидают. Да, я же говорю, как дань поклонения этой мышке, боятся ее. Карта колесо фортуны, карта фаталити. Только так, а не иначе должно быть, да, как поклонение этой мыши. Она как символ чего-то. Символ чего-то вот у масонов, у иллюминатов, да, именно вот мышь, крыса, мышь. Да, она связана как раз с той женщиной, с той королевой жезлов, которые подают жертвоприношения. Я же говорю, все ее боятся, все находятся в отшельниках. 2 девятки и десятка. 2 девятки и 2 десятки. 2 девятки – это стагнация, 2 десятки – это выход в новое. Да? Мышь – это поклонение. Поклонение точно так же, как королеве жезлов. По первому вопросу королевы жезлов у нас выходила, которые даровали жертвоприношения в виде умерших детей в Диснейленде. Да? А здесь ожидание чего-то от мыши, ожидание лучшей жизни. Ожидание лучшей жизни, и только мышь может нам предоставить эту лучшую жизнь. Карта фаталити. Да? Только она. Мы понимаем, что только она может направить нас в счастливое будущее. Мы боимся ее, мы опасаемся ее, мы перед ней как отшельники. То есть мышь – это как дань поклонения какого-то, понимаете? Это не та история, где Уолт Дисней рассказывал, что он в детстве боялся мышек, и теперь он сделал Микки Мауса главным лицом своего мультибренда, потому что он боялся мышей, и для того, чтобы всем доказать, что он больше мышей не боится, он сделал Микки Мауса главным лицом мультибренда Disney. На самом деле это не так. Здесь что-то связано с иллюминатами, да, с масонами, дань поклонения крысе, мышке, да, и поэтому вот мышка предстала в виде Микки Мауса, в виде вот такой красивой мышки, которая нравится всем детям.
Здесь какое-то поклонение, ожидание, карта ожидания, лучшей жизни, фаталити. Только эта мышь может принести нам счастливую жизнь. Вот люди верят, вот эти люди, которые поклоняются этой мыши. Собственно, сам Уолт Дисней тоже в это верил. Кем был сам Уолт Дисней? Поговаривают, что он был тираном и держал своих сотрудников в страхе. Так ли это? Ну, мы уже выяснили, да, что это так. Поговаривают, что Уолт Дисней был тираном. Так ли это? Каким человеком он на самом деле был? Каким человеком был Уолт Дисней? Характеристика личности Уолта Диснея. Давайте посмотрим, каким человеком на самом деле был Уолт Дисней. Каким человеком был сам Уолт Дисней? Ну, он был таким очень порывистым человеком, да. Давайте я все-таки 6 карт вытяну. Порывистый человек, который срубал плоды своего труда под корень, да, если ему что-то не нравилось. Он не мог доделать что-то до конца, был нетерпелив, и в основном не сам что-то делал, а делал что-то с подачи своих коллег, скажем так, своих подчиненных, если это можно так назвать, да. У него идеи посещали не его голову, они пролетали мимо него. Такое ощущение, что он не сам как бы рисовал, сам все это создавал, а создавали его сотрудники, да. Идеи пролетают мимо него, а он срубает на корню плоды не своего труда даже, возможно, да. То есть действительно он был таким очень тираничным. Красная мантия у девушки говорит о том, что человек был очень гневный, очень суровый, да. Восьмерка говорит нам о бесконечности, это продолжалось постоянно, все боялись этого человека, когда он заходил в здание, да, и он прямо мог взять и отрубить на корню, если даже был какой-то определенный процесс, если был какой-то интересный, скажем так, персонаж нарисован, да, он все равно мог срубить это на корню, если ему что-то не нравилось. Королева жезлов, подчинение королеве жезлов. Он был в подчинении опять у королевы жезлов. Мы опять говорим про эту королеву войны, королева жертвоприношений, да, королева, которой он подчинялся и которой он приносил в жертву детей, собственно говоря. Да, он не имел своего мнения. Он был в подчинении у королевы жезлов, не имел своего мнения, был очень порывистым, гневным, срубал плоды чужого труда, и его самого никогда не посещали какие-то идеи, какие-то умные мысли, скажем так. Да? Он просто был тираном, просто был тираничным человеком. Человеком абсолютно не творческим, человеком, который просто ставил всех на свои места, и его все боялись. На самом деле он считал, что глубоко в душе он вот такой вот несчастный человек, потому что он подчиняется некой королеве жезлов и своего мнения ни на что не имеет. Вот такой был человек Уолт Дисней, сейчас буквально еще. Ну, очень склочный, да, характер был такой, мог поругаться, подраться вряд ли, да, судя по его статусу, поругаться, побулить кого-то, да, поиздеваться над кем-то, возможно. Вот это ему прям нравилось, склочный характер у него, да. Склочный, порывистый, суровый, срубал все на корню, подчинялся королеве жезлов, понимал, что он не имеет своего мнения ни на что, да. Возможно, даже были какие-то психологические расстройства личности, да, это лунатизм, раздвоение личности, возможно, да, по восьмерке мечей. Такое ощущение, как будто он боялся выйти из своего собственного дома, из какого-то здания, либо боялся выйти из вот этого мира Диснея, да, то есть за пределами этого мира Диснея он считал, что он никто, и звать его никак, только мир Диснея приносил ему какой-то успех, какую-то удачу, какую-то удовлетворенность в самом себе. Да, и он считал, что такое ощущение, что вот ему как-то не хватало по денежке, да, он вроде зарабатывал очень много, ресурсов было много, но он считал, что он получает как-то крайне мало, ему все время было мало, не хватало, и поэтому, возможно, он и заключил темный договор, и именно поэтому, возможно, он и подчинялся королеве жезлов и приносил ей жертвоприношения, потому что все время было мало денег. Ну, такой достаточно жадный до денег человек. Проводились ли опыты, связанные с программой контроля сознания МК Ультра над детьми в клубе Микки Мауса? Что эти опыты давали, какие результаты были по итогу? Проводились ли опыты, связанные с программой контроля сознания МК Ультра над детьми в клубе Микки Мауса? Что эти опыты давали? Проводились ли опыты над детьми в клубе Микки Мауса? Опыты МК Ультра. Да, конечно, проводили. Меняли сознание, меняли под себя.
поменять человека под себя, подстроить человека под себя путем даже, возможно, какие-то физические, да, страдания применялись, посмотрите, кровь, да, человек меняет сознание, опять лунатизм, да, человек не понимает, где он находится, не может выйти за пределы какого-то определенного здания, да, и им платили какую-то определенную денежку за это, какую-то мелкую, какую-то небольшую, знаете, как лошади сахарок дают, также и детям этим давали, да, которые участвовали в клубе Микки Мауса, Бритни Спирс, Кристина Агилера, Джастин Тимберлейк, если помните, да, все вот эти люди, да, там еще много очень было детей, меняли сознание, меняли их под себя. Да, и совершенно другую, в новую жизнь приводили. Через боль, через страдания они приходили в новую жизнь. Десятка – это всегда новая жизнь. Через боль, через страдания, через повиновение, да, они не могли уйти за пределы какого-то определенного здания, возможно, да, потому что им за это платили денежку, давали как сахарок, да, или что-то давали им за это, и меняли их сознание, и подстраивали их под себя. То есть они как были подчинены какому-то определенному хозяину. Это делала с ними программа МК Ультра, которая была разработана ЦРУ еще в 50-х годах, если помните, да, если читали об этом. И да, дети приходили к совершенно другому сознанию, через боль, через страдания, к другой жизни. И они как бы подчинялись тем людям, которые воздействовали на них в этом клубе Микки Мауса. Некий король кубков на них воздействовал и заставлял их как работать, да, рыцарь жезлов – это работа, это идти куда-то вперед, это двигаться куда-то вперед к своей цели, да, рыцарь жезлов – это человек, который ускакал на блохе, да, тот же самый король кубков, который зарабатывал деньги с помощью этих детей, некий король кубков, возможно, это тот же самый Уолт Дисней, да, возможно, это кто-то выше Уолта Диснея, да, зарабатывал деньги на этих детях, пока дети пахали, как вот эта блоха, да, этот король кубков скакал на этой блохе и, соответственно, зарабатывал какие-то дивиденды с этих детей, которых подстроил под себя. Да, конечно, проводились опыты МК Ультра, и это, я думаю, что ни для кого не секрет. Следующий вопрос. Существует ли программа МК Ультра по сей день? Есть ли нечто подобное в России? Мне интересно. Существует ли программа МК Ультра по сей день? Сначала этот вопрос зададим. И существует ли что-то подобное в России? Существует ли программа МК Ультра по сей день? Существует ли программа МК Ультра, разработанная ЦРУ в 50-х годах по сей день? Конечно, существует и правит ей опять тот же самый король кубков. Мешай, не мешай, все равно выходит король кубков, который, видимо, чуть выше был, да, действительно, Уолта Диснея по статусу. Это все-таки не сам Уолт Дисней, да, это тот человек, кто заправляет всеми, да, и кто воздействует с помощью программы сознания, контроля сознания над людьми, находящимися в шоу-бизнесе, да, скорее всего, над политиками, над правительством и так далее. Есть ли нечто подобное в России? Ну, конечно, совершенно две карты опять похожие вышли. Да, существует. Конечно, этим зарабатываются огромные деньги. Ведьмочка подошла к дереву, тычет в него волшебной палочкой, но когда же ты мне уже выдашь желаемые пентакли? А дерево, истязаемое ведьмочкой, с него капает кровь, да, оно страдает, но оно все равно выдает ей плоды. То есть люди, которые запрограммированы определенной программы. В России, наверное, это называется не МК Ультра, в России, наверное, это называется по-другому, но точно так же на звездах шоу-бизнеса, на ком-то еще, на правительстве том же самом зарабатывают огромные большие деньги с помощью программы сознания. Возможно, она называется не МК Ультра в России, да, но в России она точно есть. И точно так же, как на этой блохе, в России кто-то выше политиков, кто-то выше звезд шоу-бизнеса выезжает на них и зарабатывают огромные деньги. МК Ультра как-то, вернее, программа сознания, я думаю, что она не МК Ультра, да, называется, программа сознания в России как-то будет когда-нибудь влиять на обычных людей? И если такая программа сознания, которая влияет на обычных людей, на нас с вами, да, понятно, что звезды шоу-бизнеса уже все загипнотизированы, если такая программа сознания в России, которая влияет на обычных людей, и влияет ли она на нас сейчас? Есть ли такая программа сознания, которая влияет на обычных людей, и влияет ли она на нас сейчас? Да, есть, конечно, и это что-то связанное со смертью. Такое ощущение, что кто-то неживой влияет на нас. Помните, я вам говорила, кто-то уже
готовенький, кто-то уже трансформированный, скажем так, и переделанный во что-то новое, влияет на наше сознание, на нашу голову. Обратите внимание, да, человек прячется, человек лысый, человек босой, человек ногой, и человек полностью голый. Два человечка вышло, отшельник и пятерка пентаклей, кто-то влияет на нас с вами. Мы уязвимы, и мы даже этого не подозреваем. Мы отшельники с вами, и мы даже этого не подозреваем. На нас зарабатывают какие-то большие деньги, и мы даже этого не подозреваем. То же самое СВО, куда отправляют сыновей, мужей, да, это тоже программа сознания, и это все сделано под программой. Просто так обычный человек нормальный не отправится туда, понимаете, на верную погибель, кого-то там убивать, себе подобных, да, и кто-то, кто уже умер, влияет на наше сознание. Это очень интересно. Посмотрите, кстати, мое видео про мавзолей, про Ленина, который влияет на наше сознание, где-то здесь появится ссылочка, и вы поймете, о чем я говорю. Данная программа существует по сей день, и она находится, ну, вы сами, наверное, понимаете, где, да, на Красной площади, где людьми лучше всего управлять. Вы, наверное, смотрите сейчас это видео и думаете: господи, что она несет? Вот некоторые так и пишут: что вы несете? Что вы несете какой-то бред? Ну да ладно. Следующий вопрос. Знаменитый клуб 33. В пределах калифорнийского Диснейленд существует тайный ресторан-бар, основанный Уолтом Диснеем в 1967 году. Клуб 33 – это эксклюзивное тайное место, где все желают отобедать, но удается это лишь избранным. Что это за клуб такой и что там действительно происходит? Давайте вернемся к Диснейленду все-таки. Знаменитый клуб 33. В пределах калифорнийского Диснейленд. Что там действительно происходит? Что действительно происходит? Кстати, 33 – это посвящение в масонство. Цифра посвящения. Ну, угадайте, кто у нас здесь выпал, да? Обряды какие-то, да? Подчинение королеве жезлов. Снова это королева жезлов у нас уже не первый раз. Она сама появилась сейчас, да, в нашем раскладе. Что происходит в знаменитом клубе 33, что находится в пределах калифорнийского Диснейленд? Время останавливается там. Время останавливается. Карта повешенного. Жертва, карта жертвы. Мы жертвим, мы приносим жертву королеве жезлов. Офигеть. Жертвоприношения там случаются в клубе 33. Там отнюдь не обедают и не ужинают, и не пьют. Возможно, пьют, конечно, да, возможно, даже и кушают, но жертвы приносят точно. Жертва королеве жезлов. Повешенный – это карта, простите, объективности, карта жертвы, жертвенности. И по страшному суду это карта с повешенным умерщвления каких-то людей, которых приносят в жертву, несчастных людей по страшному суду. Тот, кто наверху, кто-то решил, что их принесут в жертву королеве жезлов. Ага, королева и король жезлов. Там какие-то муж и жена, одна сатана, да? Еще некая королева пентаклей, ничего себе. Там какие-то, я вам скажу так, там какие-то королева и король жезлов, и королева пентаклей. Кто-то, кто правит мир. Вот королева пентаклей, она как будто осталась одна сейчас. У нее как будто нет супруга. И она как будто приводит вот этих маленьких детей для того, чтобы совершить черный обряд по пентаграмме. Вот для этих короля и королевы жезлов. Вот для них очень важно получить вот этих маленьких детей. Эти маленькие дети, они сначала верят и доверяют королю и королеве жезлов. Королева пентаклей их туда заманивает для того, чтобы совершить черные обряды. Там черная магия творится, друзья мои, там никакие не обеты происходят. Карта повешенного – это карта жертвы. Жертвоприношение приносит королеве жезлов и королю жезлов от королевы пентаклей, которая их туда заманивает. Их туда заманивает, и дети сами не подозревают, на что они идут по семерке мечей. Сделать что-то и не подозревать, что тебе за это будет. Да? Человек сейчас проглотит меч, но он даже не подозревает, что его проткнут насквозь по страшному суду. Там происходят вот эти убийства. Сама Вселенная выбирает, кого выбрать на жертвоприношение. Сама Вселенная, это я так не буквально говорю. Правда ли, что Уолт Дисней умел... Простите, немножко я вопросы читаю. Правда ли, что Уолт Дисней имел дружественные отношения с Гитлером? Немножко болею, друзья мои, поэтому немножко сознание у меня не к черту, прошу меня простить. Правда ли, что Уолт Дисней имел
дружественные отношения с Гитлером. На наш сеанс гадания это никак как бы не влияет, то, что я болею, поэтому не переживайте. Правда ли, что Уолт Дисней имел дружественные отношения с Гитлером? Правда ли, что Уолт Дисней имел дружественные отношения с Гитлером? Так, по солнышку. Интересно. Он его как будто бы... Ага, тут такое ощущение, что иметь-то имел, но такое ощущение, как будто он его даже боялся. Он его боялся, и он ему в какой-то степени хотел походить на него в какой-то степени. Скажем так, у меня за окном кто-то пилит деревья, и если вы услышите, не обращайте внимания, друзья мои, надеюсь, что вы не услышите, потому что, в принципе, звукоизоляция у микрофона такая хорошая. Кто-то пилит и пилит там деревья, мешает нам с вами. Такое ощущение, как будто он боялся Гитлера, сам Уолт Дисней. И вот этот король кубков, который у нас появлялся в раскладе, это и был сам Гитлер. Понимаете? Гитлер – это тот человек, который управлял программой МК Ультра, а сейчас за него управляет кто-то другой. Ну, если Гитлер не переродился, скажем так. По солнышку кто-то кого-то в этой дружбе вел. И, скорее всего, Гитлер был ведущим, а Уолт Дисней был ведомым. И здесь дело не совсем в дружбе, здесь дело все-таки больше в том, что Уолт Дисней боялся Гитлера и знал то, что Гитлер относится к каким-то высшим темным силам. Он подчиняется каким-то высшим темным силам, и ему подчиняются какие-то высшие темные силы, и он его знатно боялся, и он подчинялся ему, и тоже был в каком-то ордене вместе с Гитлером, да, заключен в какой-то темный орден. И поэтому здесь речь не совсем о дружбе, здесь речь о том, что кто-то кого-то ведет в этой дружбе по солнцу. Кто-то кого-то подпалил своей значимостью, скажем так, да, этот король кубков – это определенно тот самый Гитлер, которого боялся Уолт Дисней. Правда ли, что некоторые персонажи из мультипликационных фильмов Дисней созданы Гитлером? У меня аж перевернулась карта. Правда ли, что некоторые персонажи из мультипликационных фильмов Дисней созданы самим Гитлером? Правда ли, что некоторые персонажи из мультипликационных фильмов Дисней созданы Гитлером? Да, правда. И самое интересное, что сам Уолт Дисней, такое ощущение, как будто бы не хотел... Перевернутая карта, не хотел этого, ничего себе, я не гадаю по перевернутым картам, но у меня выпала перевернутая карта. Сам Уолт Дисней не хотел этого, это не приносило ему какого-то морального удовлетворения, но некоторые персонажи действительно созданы Гитлером. И действительно, Гитлер, нарисовав этих персонажей, я не знаю, велел Уолту Диснею этих персонажей включить в мультипликационные фильмы, не велел, но здесь действительно некоторые персонажи созданы именно Гитлером. Но сам Уолт Дисней как будто бы не хотел этого. Да, не хотел, он убегал от этого. Его заставляли, что ли. Ну да, он как был как шутом каким-то, был как безвольным, бессильным человеком. И тут и ощущение, что в его империю кто-то внедрился и сказал ему рисовать именно этих персонажей. Именно тех персонажей, которые нарисовал Гитлер. Наброски Гитлера, да, конечно, наброски некоторых персонажей, некоторых изображений, которые есть в Диснейленде, это наброски самого Гитлера, который рисовал для детей. И Уолту Диснею приказали включить этих персонажей в мультипликационные фильмы. Вот так вот, а я думала, что это всего лишь миф. Но это на самом деле правда, друзья мои. И последний вопрос. Правда ли, что в анимацию сам Уолт Дисней добавлял скрытый сексуальный подтекст? Это я сейчас не выдумываю сама вопросы, это вопросы из интернета, вопросы от моих подписчиков. Правда ли, что в анимацию сам Уолт Дисней добавлял скрытый сексуальный подтекст? Правда ли, что в свою анимацию сам Уолт Дисней добавлял скрытый сексуальный подтекст? И для чего? Развращение,
Подчинение. Да, скрытый смысл есть. Скрытый сексуальный подтекст по 20-му старшему аркану Страшный суд, да еще и правосудие нечестное есть. Как подчинение какое-то, как какая-то манипуляция. От короля кубков. Ну, посмотрите, король кубков – это тот самый Гитлер, да? Тут такое ощущение, что очень многие изображения, очень многие рисунки были нарисованы именно самим Гитлером. И Уолт Дисней его боялся. И скрытый сексуальный подтекст действительно был добавлен для подчинения, для гипнотизации детей, и не только детей, но и их родителей, которым скучно дома, да? Я хочу держать все под контролем. Король кубков хочет держать все под контролем. Программа контроля от короля кубков. Король кубков, мы выяснили уже, что это Гитлер, да? По страшному суду действительно скрытый смысл есть, скрытый подтекст, и смысл есть не только для маленьких детей, но и для взрослых, в основном для взрослых, которые скучают дома, скажем так, да? По нечестному правосудию для подчинения. Девятка пентаклей, человек без рук, человек подчиняется, человек не своевольный, не своенравный. Человек под манипуляцией кого? Короля кубков, тот, кто создал этот мультипликационный мир, скажем так. Да? Очень многие герои были нарисованы именно от руки Гитлера. Как это ни странно звучит, но Гитлер и Уолт Дисней имели тесные связи. Вот такой необычный получился расклад. Пишите, пожалуйста, что вы думаете о мире Диснея, о мире Уолта Диснея, да, самого. Пишите, что вы думаете о нем, что вы думаете об этих мультипликационных героях, и смотрели ваши дети эти мультики. А я вас очень люблю, друзья мои, до новых встреч.